Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Мы с вами уже проделали довольно-таки большую работу. У нас есть две ручки. Мы их связали, и они ждут, когда мы их вяжем. И уже ввязали вот так ножки и провязали часть туловища. Мы с вами довязали до 41 ряда. У нас по кругу 48 столбиков без накида. Мы сейчас вязали все это расстояние без изменений. И сейчас с 42 ряда у нас начнутся убавки. 42 ряд простой. Просто делаем по кругу убавки такими блоками: 6 столбиков без накида, убавка, 6 столбиков без накида, убавка. То есть мы вот сразу после маркера начинаем вязать 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и делаем уже известным способом убавочку. И далее так по кругу до маркера вяжем 6 столбиков без накида, убавка. Давайте свяжем самостоятельно. Готов у нас 42 ряд. Сделали мы убавочки. У нас теперь по кругу здесь 42 петельки. И смотрите, сейчас мы вяжем снова без изменения 4 ряда. То есть 43, 44, 45 и 46 ряд мы просто вяжем 42 столбика без накида по кругу. Давайте свяжем эту часть туловища самостоятельно и встречаемся с вами в 47 ряду. Провязали мы 4 ряда по 42 столбика без накида. И сейчас у нас 47 ряд, тоже убавочный. Сейчас у нас будет 5 столбиков без накида, убавка. То есть мы вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 провязали. И делаем такую же убавочку. И вот так, вот такими блоками мы должны провязать до нашего маркера. Это у нас будет с вами 47 ряд. И получится 36 столбиков по кругу. Далее 48 ряд вяжем без изменения 36 столбиков. Значит, смотрите, 47 довязываем с убавками, а 48 просто провязываем. Давайте сделаем это самостоятельно. Провязали мы 48 рядов. Смотрите, это все мы вязали белым цветом, да? Сейчас мы будем делать замену цвета. То есть наш вот этот, как говорят, боди, комбинезончик закончится. И мы перейдем на телесный цвет. Я немножечко заполнила нашу вот эту вот тушку, да. И смотрите, когда будете заполнять, вот сейчас нужно очень уделить внимание тому, чтобы вот этот вот переход был очень хорошо туго заполнен, чтобы здесь не было никакого сминания, да. То есть вот тут вот надо плотно набить вот этот вот переход. Мы же остановились на ножках, да, а теперь у нас пошло дальше туловище. И вот тут вот надо хорошо наполнить. Я до конца не наполняла, но именно вот этот вот переход ножек здесь я постаралась забить хорошо и плотно наполнителем. Так, теперь будем делать переход цвета. То есть смотрите, вот наш маркер, вот наша петелька. Я беру за заднюю полупетельку, вот тут вот провязываю, как бы начинаю вязать столбик, но не до конца. Эту нитку оставляю и беру уже телесного цвета. И до конца наш столбик без накида я уже провязываю ниточкой телесного цвета. И далее опять
Смотрите, я хватаю за вот эту вот заднюю полупетельку и продолжаю так вязать по кругу наши 36 столбиков без накида. Здесь потом мы подтянем, оно все там будет хорошо, завяжем узелок и отрежем. То есть давайте сейчас вяжем 49 ряд. Мы сейчас провяжем замену цвета. У нас вот тут вот останутся наши ниточки, вот эти вот полупетельки передние, которые за которые мы потом возьмемся и свяжем небольшую такую вот рюшечку, переход, ну поменьше, чем вот это на ножках, но тоже будет красиво показано, как у нас закончилась вот эта боди. Значит, это мы с вами вяжем 49 ряд, переход цвета, и 50 ряд просто провяжем 36 столбиков без накида, уже за 2 полупетельки, обычный ряд. Значит, вяжем сейчас 49 мы меняем цвет, а 50 мы просто провязываем 36 столбиков без накида. И будем встречаться в 51 ряду. Там мы уже с вами будем ввязывать наши ручки. Давайте свяжем эти два ряда самостоятельно и встретимся в 51 ряду. Вот смотрите, я провязала 49 ряд. Вот у нас получается, видите, как идет отделение белого цвета от телесного, вот такой как уступчик получается. Вот. И вот это вот наша полосочка, вот эти наши петельки, которые передние остались нетронутыми. Я белую нитку отрезаю, смотрите, вот так, отрезала и завязываю здесь узелком. Ну, вот я так делаю, чтобы оно никуда не потерялось. А потом просто присоединюсь, и мы сделаем небольшую такую вот рюшечку. В принципе, можно оставить так и не делать обвязку, да, вот здесь. Можно сделать обвязку, будет красивее. То есть, как хотите. Не хотите себе сложностей, ничего не делайте. Оно, в принципе, и так уже красиво выглядит. Если захотите, я покажу. Можете делать, можете не делать. Это не принципиально. Ну, это бы далее, как я и говорила, вяжем 50 ряд. Обычно за обе полупетельки. Давайте свяжем самостоятельно. Вот, добрались мы с вами до 51 ряда, где мы будем вязывать ручки. Ручки у нас одинаковые, поэтому не имеет значения, какой стороной мы их будем вязывать. Вот это нам, как говорится, облегчает задачу. Вязываются они вот так вот по бокам, да? Так, смотрите. Здесь у нас получается смещение. Можно, конечно, начать отсчитывать от смещения. Я такого не делаю. Я беру, вынимаю маркер и люблю сделать так, чтобы у меня все было четко по центру. И оттуда я начинаю отсчитывать. Вот. Я смотрю вот так, да? Смотрите, вот так смотрю, где у меня центр. И вот сюда ставлю теперь свой маркер. Я люблю, чтобы у меня было симметрично, и чтобы у меня петли шли симметрично. Мне так проще. Схемы, конечно, пишутся по-разному, но я вот люблю так, да? Смотрите. Вот, что я делаю дальше? Это я просто уже покажу. Вот я сделала. А и теперь надо до вот этой симметрии, где я уже поставила маркер, довязать наш ряд, чтобы мы уже сюда подошли. Вот, да. Вот оно, симметрично у нас получается вот эта петелька. Далее, смотрите, у нас в ручке 6 столбиков, правильно? Правильно. Поэтому мы сейчас будем делать, с учетом того, что у нас 6 столбиков по ручке, мы должны будем вот здесь сбоку провязать совместно петельки ручки и нашего туловища. Мы будем захват. То есть у нас будет 6 петелек ручки и 6 петелек туловища пойдут совместно.
Потом мы провяжем по передку. И здесь провяжем вторые 6 петелек совместно ручки с туловищем. У нас 36 петель. Смотрите, получается, да? То есть вот как. Если все поделить, получается вот здесь вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. И уже отсюда нам надо будет ввязывать ручку. Я, чтобы не ошибиться, ставлю вот такие вот, как говорится, маячки, да? Ну, я показательно делаю. Просто вот еще раз давайте посмотрим. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот видите, вот 6 чистых. Теперь будет 6 по ручке. Потом 12, 6. И здесь вот у нас тоже останется 6. Поэтому мы здесь можем посмотреть вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сюда вставить маркер. Да? Вот так вот. Потом вместе с этим маркером там тоже отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим сюда. Это чтобы не запутаться, если кто еще не совсем опытный, да? Вот таким образом можно наловчиться. Но я вообще думаю, ну а чего бы не сделать? Я всегда делаю 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь 6. Вот. И сейчас уже маячки у нас стоят. И мы начнем ввязывать нашу ручку. Начинаем наш вот этот не совсем такой простой процесс. Да? Маркер у нас стоит. Так. И провязываем первые 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По телу 6 провязали, так? Провязали. Вытаскиваем этот маркер, он нам уже не нужен. Берем ручку, вот. И теперь смотрим. Вот у нас следующая петелька здесь. И берем первую петельку на ручке. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите, вот эти дырочки. Берем. Так. Вводим сюда. Захватили. Вывели. Так, подтянуть, чтобы вот тут вот у нас не было никаких гуляний нитки. Провязали 1. Да? Теперь вот во вторую вводим. И здесь смотрим вторую. Так вот провели. Так. Провязали 2. Теперь третью. Так вот, взяли. Так, плотненько затягиваем. Провязали. Сюда. Здесь. Так вот тут. Провязали. Сюда. Вот у нас тут, видите, предпоследняя, 5-я. Так вот, провязали. И правильно посчитали. Видите, дошли до 6-й. Выкидываем наш этот маркер. Он нам уже не нужен. Вводим в последнее наше отверстие. И сюда. И тоже так подтянули. И провязали. То есть, смотрите, мы с вами первую ручку ввязали, да? Далее идем по переду, вяжем наши 12 петелек. Давайте вяжем. Вот 11 и 12. Довязали до нашего маркера. Вынимаем.
Берем вторую ручку. Вот у нас вторая ручка. То же самое. Хватаем здесь за первое столбик. Теперь ищем здесь. Вот у нас первый столбик. Захватили. Это подтянули. И провязали, да? Второй точно так же. Ищем петельку. Провязали. Третий. Так вот. Провязали. Четвертый. Так. И вот мы с вами дошли до последнего столбика. Убираем уже этот наш маркер. Провязываем. И сейчас довязываем наши 6 столбиков до конца. Все, дошли мы до маркера. Вот таким образом мы с вами вязали ручки. Видите? Все. Ручки у нас вязаные. Это у нас был 51 ряд. Сейчас надо хорошо так наполнить нашу тушку. И вяжем дальше. У нас идет сужение на вывязывание шеи. Да? Так, что мы теперь делаем? У нас убавки будут идти по кругу блоками. То есть, смотрите, 52 ряд мы вяжем убавки блоками. 4 столбика без накида, убавка. То есть провязываем вот так вот. 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. И делаем убавку. Далее вяжем. Убавку сделали. Вот. Раз. Два. Три. 4. И делаем убавку. Итак, мы с вами должны провязать по кругу. Давайте далее вяжем самостоятельно. Вот, смотрите, сделали такие убавочки. Уже видно, как у нас вязаны ручки. И я наполнила нашу тушку. Вот тут вот туловище, да. Смотрите, наполнение игрушки, оно тоже как бы имеет роль. То есть надо стараться наполнять ее симметрично, чтобы оно было плотно, потому что со временем все-таки что холофайбер, что синтепон, игрушка, когда в руках, оно может немножко еще ужаться. И чтобы она потом не обмякла и не потеряла свой красивый вид, надо наполнять довольно плотно. Но вы смотрите, чтобы не было никаких бугров. То есть вы как статую лепите, да, вот вы лепите, смотрите, чтобы тут и ножки одинаково были наполнены, чтобы нигде никакой вот бугор не вывалился у вас, да, в какую-то сторону. То есть вот смотрите, как говорится, наполнили, посмотрели, ага, тут у нас немножко не так, значит, мы сюда поднаполним, а здесь немножко прижмем. Но в конечном итоге должна быть такая хорошая, плотно наполненная у нас вот эта вот тушка. Так, что мы теперь с вами дальше делаем? Теперь смотрите, на этом этапе можно, пока у нас нет головы, мы можем обвязать вот этот вот край, да? Я покажу, как обвязывает. Если кто-то не желает, ну, значит, не желает, да. Может, вам это сложно, может, вы не хотите. Вот. Я покажу, а вы там уже сами решайте, надо вам это или не надо. Правильно?
Значит, я беру белую ниточку. Вот, смотрите, так вот, чтобы было. Ага. Вот, смотрите, чтобы здесь было вот там, где у нас вот эти вот полупетельки мы оставили. Мы сейчас сюда вот так вот присоединимся, да. Возьмем белую ниточку. Тут, в принципе, нет ничего сложного. Может быть, немножко неудобно. Вот, присоединили. Провяжем столбик. И далее мы делаем соединительные петли. Смотрите, вот, провязываем соединительную. Да, но сначала не совсем удобно, потом оно пойдет. Вот, делаем воздушную петлю. И вот следующий столбик делаем соединительную. Вот так. Воздушная петля. Следующий столбик делаем так, соединительную. Воздушная петля. И вот так вот мы проходим по кругу. И появляется такой вот не сильный рубчик. Но выглядит неплохо. Но вы уже сами решаете, надо вам это или не надо. Вот так вот, видите, удобно руку убрать. И под ручкой тоже сделать такой край нашего боди. Давайте, кто это делает, делайте самостоятельно. И встретимся, когда мы это закончим. Вот, смотрите, сделала я такую обвязочку по кругу. Ниточки здесь закрепила, убрала, спрятала. Такой вот у нас получилась лялька в боди, да. Ну, смотрите. Далее мы уже теперь, наша задача вязать сужение до шеи, да. Это у нас идут постепенные убавки по кругу. И сейчас в 53 ряду мы делаем такие блочные убавки. 3 столбика без накида. Вот так вот. Раз, два, три. И делаем обычную убавочку, которую мы всегда делаем. И так далее. Делаем 3 столбика без накида и убавка. Вот, провязали 53 ряд. Сейчас у нас по кругу 24 столбика без накида. 54 ряд у нас получается 2 столбика без накида и убавка. То есть точно так же, вот только теперь у нас блок 2 столбика без накида и делается убавка. И так далее. 2 столбика без накида и делается убавка. Давайте вяжем самостоятельно. Смотрите, мы с вами провязали 54 ряда. Сейчас у нас здесь по кругу 18 столбиков без накида. И это мы с вами подошли к шее. Сейчас нам надо просто провязать шею. Шея вяжется 5 рядов. То есть вот сейчас у нас 54 ряд. И от 54 ряда свяжем еще 5 рядов шеи, 18 столбиков без накида. Значит, смотрите, надо хорошо наполнить тушку, видите, чтобы не было никаких вот таких пустот. Связать шею и вот сколько можно шею тоже наполнить. И мы с вами подойдем к этапу вывязывания головы. Поэтому давайте сейчас 5 рядов
вяжем шеи, наполняем хорошо уже нашу вот эту вот тушку куколки, да, туловище. И встречаемся с вами, начнем работать над вывязыванием головы.